Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы в прямом эфире обсудим с вами психологию отношений. Почему возникают ссоры в парах? Почему она или он решает закончить отношения и уйти из этих отношений? Данный вопрос, он очень серьезный, и его надо рассматривать в отдельном плейлисте, в отдельных видео, поэтому сегодня мы с вами начнем эту тему. Я, так как имею достаточно большой опыт от всего этого, увидел уже достаточное количество разных ситуаций, много чего происходило в отношениях моих знакомых, моих близких людей и так далее. Я хочу поделиться с вами опытом и рассказать, как же устроено отношение между мужчиной и женщиной, ну и в других случаях тоже. И цель данной серии видео-выпусков посвящается именно тому, что приводит к разрыву, что приводит к недопониманию в парах. И данные видео будут полезны как тем, кто находится на данный момент в отношениях, тем, кто живет, в принципе, счастливо, тем, кто только собирается построить отношения с молодым человеком, либо уже с немолодым, с женщиной и так далее. Вот. Начинаем мы со следующего. Почему вообще, в принципе, возникают проблемы в отношениях между мужчиной и женщиной, когда они прожили, допустим, 5-6 лет вместе, и чем это вызвано? Может быть, 10 лет вместе прожили. Здесь нужно смотреть в первую очередь на то, как эти отношения были построены изначально. Психология отношений между двумя людьми, она всегда зависит от нескольких составляющих. Есть три главных столпа, на которых, по сути, строятся любые отношения между мужчиной и женщиной. Какие это столпы? На чем основываются любые отношения? То есть есть три простых желания. Первое желание – это построить семью. Второе желание – это провести вместе время, это какой-то досуг, отношения в обществе вместе с этим человеком. Третий пункт – это интимная близость, то есть это закрытие потребностей физических, да, то есть чисто тет-а-тет проводить время в постели, к примеру. И тут самое важное понимать то, что все отношения строятся на принципе мужчина-женщина. Здесь три цели построения этих отношений. И здесь три. Идеальный вариант – это когда они совпали. Когда человек хочет и интимной близости с этим человеком, или с каким-либо вообще, в принципе. То есть у него есть такое желание, он преследует эту цель. Второй момент, то что он хочет с этим человеком как-то взаимодействовать с обществом. То есть он хочет с этим человеком провести время в кругу друзей, знакомых. Также у него имеется желание построить семью с этим человеком. И когда эти три момента совпали, вот именно в тот самый момент мы можем говорить о том, что это идеальные условия. То есть это условия, когда оба человека хотят одного и того же. И их взаимодействие в итоге приводит к тому, что мы имеем полноценную ячейку общества, которая между собой взаимодействует с пониманием того, что происходит в их жизни, для чего они, в принципе, строят эти отношения, для чего они вместе оказались. Вот. И тот случай, когда
чего-то не хватает из этих составляющих, мы как раз с вами и рассмотрим. То есть, когда не хватает близости у одного человека, но он ее преследует, а второму она просто не нужна. И это возникает у нас как раз проблема номер один. Проблема номер два возникает, когда человек, допустим, готов к какой-то близости постоянной, интимной с этим человеком, но не готов выйти с ним в общество своих друзей, коллег, своего круга общения, в принципе, даже в обществе, которое окружает их, которое может быть связано с походом в магазин или еще что-то, ну, неважно, на какое-то мероприятие. Третий вариант – это когда человек, в принципе, хочет, чтобы данный выбор был его судьбой, его семьей, что они хотят вместе построить семью, и он выбирает этого человека именно для этого. То есть, когда все совпало, тогда все идеально, тогда у них получается взаимопонимание, и, естественно, на базе этого строятся отношения. Тогда у нас все есть, нету какой-то нехватки, и человек может, что один, что второй, находясь в паре, взаимодействовать друг с другом, взаимодействовать с обществом и строить свою крепкую, нормальную семью. Проблема возникает в первую очередь из-за того, что либо мужчина, либо женщина преследуют другую цель. То есть один преследует 3 из перечисленных целей, а второй, допустим, преследует цель только интимной близости. И в таком случае мы имеем такого рода пару, когда одному достаточно интимной близости, а второй, допустим, если это женщина, ей не хватает какого-то общения в обществе, во-первых. Она пытается его получить, но не может, потому что второй отказывается от этого постоянно. И второй вариант, то что она хочет ко всему прочему уже указанному построить с этим человеком в дальнейшем крепкую семью. Чего тоже первый не хочет. То есть мы берем ситуацию, мужчина, допустим, преследует цель интимной близости, женщина преследует все наши перечисленные 3 цели, которые мы с вами сейчас обсудили. В чем же здесь самая главная проблема? Самая главная проблема, она в том, что изначально, когда вы выстраиваете отношения между друг другом, надо трезво оценивать, что хочет ваш партнер. Для чего, в принципе, он с вами проводит время, для чего общение между вами существует. Вы познакомились, вы преследуете цель построить семью, общаться с обществом, спать вместе. Если все это так, и у вас, и у него, то тогда вас ждет счастливое будущее. Но если это не так, и вы этого не понимаете, или ваш партнер не понимает, какие цели были изначально, то тогда фундамент нарушен. И в этом самая главная проблема, потому что самое важное в отношениях – это наличие того самого крепкого фундамента, на базе которого и строятся все отношения, в принципе. Эти отношения также могут строиться на мнимых каких-то и меняющихся желаниях партнера. Потому что он изначально может, допустим, построить отношения, пытаться на только интимной близости. В дальнейшем он может захотеть выйти в общество с этим человеком. И далее он может рассматривать его уже как своего спутника жизни и желать построить семью. Естественно, это может происходить не синхронно у этих двух людей, и тогда мы как раз видим такие ситуации, когда люди, прожив какое-то время вместе, гражданским браком, либо просто
встречаясь, да, они расходятся. Расходятся по причине того, что возникает ссора, возникают какие-то недопонимания. Самое важное – это четко понимать, что вы хотите и совпадает ли это с желаниями вашего партнера, человека, с которым вы эти отношения, собственно, и выстраиваете. И учитывая то, как все развивается обычно у людей, мы имеем где-то 70% пар, которые строятся не на нормальном фундаменте, а на фундаменте, который имеет либо мнимое, которое вы показываете своему партнеру желание, что вы хотите с ним быть вместе, что вы хотите с ним построить семью, а на самом деле преследуете просто времяпрепровождение, общество, какое-то походы в кино, там, досуг вместе и так далее. Какое-то место в этом вы уделяете отношениям интимного характера, а какое-то место вы мнимо просто показываете человеку, что вы хотите с ним построить семью. Но это обман, ложь, потому что вы на самом деле этого не хотите. И в этом самая главная проблема. Когда нет взаимопонимания и нет четкой оценки того, что хочет ваш партнер, когда вы хотите определенного перечня вот из этих трех составляющих любых отношений. Давайте с вами обсудим, как это происходит, когда ваш партнер, допустим, хочет только интимной близости, а вы хотите полного комплекта, чтобы у вас была семья, чтобы у вас были дети, отношения. В обществе также вы хотите встречаться с друзьями на выходных, ездить куда-то отдыхать. И вы готовы делить все свои проблемы, все свои радости с этим человеком. Проблема заключается в том, что вы начинаете отношения и не даете полного понимания своему партнеру, что именно вы хотите. Либо женщина, либо мужчина, не зная полной картины, вы либо боитесь об этом заявить и сказать в открытую, что именно вы чувствуете и для чего это все происходит. Либо мы имеем такую ситуацию, когда человек намеренно это делает для того, чтобы просто проверить, как это, каково оно вот с этим человеком. Вроде там внешность понравилась, допустим, и первая потребность это интимная близость там с человеком, тогда вы решаете, да, хорошо, с этим человеком я попробую, там как пойдет. Поэтому в первую очередь запомните, что любые проблемы, которые у вас сейчас есть в отношениях, они были заложены еще тогда, когда вы только познакомились. И изначально у вас могут быть разные желания с вашим партнером. Вам может казаться, потому что у вас розовые очки на глазах, и вы считаете, что это ваша судьба, ваш самый лучший выбор, и вы с этим человеком строите семью, пытаетесь с ним взаимодействовать во всех отношениях. Но данный человек рано или поздно проявит то, чего не имел в начале. Если ваши желания изначально были разные, то тогда максимальная вероятность того, что ссоры перерастут в обиды, обиды перерастут в итоге в конфликты, а конфликты, в зависимости от того, какого склада человек, перерастут в агрессию, к примеру. И эта агрессия, она может закончиться плохо, что с одной стороны, что с другой стороны. В любом случае, скорее всего, это закончится разрывом отношений или перерастет в какое-то рукоприкладство, что со стороны мужчины, что со стороны женщины. Потому что многие люди не дают себе отчет в том, то, что
Это неправильно строить отношения на агрессии, которая переходит в приложение того или иного вреда другому. Мужчина где-то в процентах 70 это делает, женщина в процентах 30 такое тоже встречается. И здесь нужно понимать то, что никакие отношения не могут быть построены на страхе, который будет вызван тем, как вы взаимодействуете со своим близким человеком, которого вы любите или которым вы пользуетесь. Но в любом случае, когда вы хотите вернуть человека, который в то же время с вами взаимодействует через агрессию, или вы взаимодействуете через агрессию с ним, то человек испытывает бешеный страх. И он бежит из ваших отношений. Рано или поздно он это будет делать, пытаться делать или сделает, уйдет от вас. И тогда вы будете задумываться о том, ну, почему, как это, с чем это связано. Но это связано в первую очередь с тем, что это ненормально, когда один человек проявляет агрессию по отношению к другому. Запомните то, что главное в отношениях – это взаимопонимание. Нужно уметь общаться с вашим партнером. Нужно уметь находить общие точки соприкосновения. Нужно уметь говорить, рассказывать о каких-то своих проблемах, рассказывать о своих переживаниях и делать это максимально вовремя, потому что когда вы накапливаете в себе всю эту негативную составляющую ваших отношений, то рано или поздно это все выливается в большие скандалы, ссоры и в дальнейшем в накопление вот этого груза обид, которые вы с собой таскаете постоянно. Рано или поздно у вас возникает желание отказаться от всего этого. Поэтому запомните, что отношения не строятся на агрессии, отношения не строятся на лжи, потому что когда оба человека скрывают либо ложь, либо агрессию, либо какие-то разные из вот этих трех, которые я сказал в начале, составляющих, то, естественно, впереди вас ждет кошмарное будущее с этим человеком. И зависит это и от вас, и от него напрямую. Всегда оба отчасти виноваты в любой ситуации. Как бы она ни выглядела с одной и с другой точки зрения, со стороны она всегда выглядит как неправильная, потому что у вас нет взаимопонимания. И чтобы это взаимопонимание у вас появилось, чтобы его выстроить, для этого я подготовлю определенное количество видеоматериалов, которые буду размещать также и в виде стримов, когда мы сможем с вами как-то взаимодействовать. И также это будет записано в отдельные ролики, которые будут размещены также на этом канале. И это будет посвящено именно психологии взаимоотношений между мужчиной и женщиной, между парами нетрадиционными. И каждый из вас сможет найти какой-то ответ на те вопросы, которые у него возникают. Покопаться в прошлом и найти какие-то общие моменты, в которых можно будет разобраться. Далее мы с вами обсудим такую тему, что у меня появилась идея, так как у меня огромное количество знакомых, огромное количество разных ситуаций в жизни я видел, какие происходят у людей, то будет уместным подготовить следующий вариант взаимодействия нас с вами. Это подготовка историй. То есть те истории, которые я видел в жизни своих близких, своих знакомых, в принципе, ну, людей из своего круга общения и так далее. То есть это сотни историй, которые у меня накопились в памяти. Я расскажу обезличенно про людей без указания, где они там работали, где они жили и так далее. Истории такого характера. То есть будут выбраны отдельные люди,
будут показаны те, скажем так, ситуации, через которые они проходили на своей жизни, то есть как у них выстраивались отношения с людьми, как они выстраивали отношения на своей службе, работе, к чему они в итоге пришли, когда они так или иначе к чему они пришли, так или иначе, взаимодействуя с обществом, взаимодействуя со своими близкими людьми. К чему пришли, к чему приводят идеи, которые рождаются в голове у человека. То есть будет много разных вариантов развития событий, которые мы с вами будем отслеживать и смотреть, что происходит 10 лет назад с человеком, какие у него цели, какие у него желания, что он в принципе делает, что он говорит. Выборочно я выберу именно те моменты, которые повлияли на будущее. И спустя 10 лет, допустим, в настоящее время, что с этими людьми происходит. Такой формат будет интересен каждому человеку, который наблюдает за судьбой этого канала, ну и также который хочет просто разобраться в том, что происходит в жизни его окружения или людей, с которыми он взаимодействует, с которыми он общается. Поэтому, если вам интересен такой формат, то можете выразить свое отношение к этому в комментариях. Можете писать сообщение в чате, пока мы с вами находимся в прямом эфире. Вот. Для того, чтобы данный формат состоялся, мы будем использовать возможности YouTube, которая называется спонсорство. В отдельном плейлисте будут собраны как прямые трансляции, так и отдельные видеоролики с историями, с подробным разбором того, какие ситуации у человека возникали, как он в этих ситуациях себя вел и что в итоге получалось из всего этого. К чему приводят те или иные решения, которые человек принимает в своей жизни. Потому что многие из вас задумываются, а где мы не там свернули, где мы сделали что-то неправильно и почему вот сейчас мы имеем то, что имеем. На этот вопрос можно ответить заранее, ведь многие из вас только начинают этот жизненный путь и решают, что будет дальше. И так как жизнь устроена таким путем, что судьба, она нелинейная. Она имеет определенный вектор. И как она будет развиваться дальше, это по сути можно взять за пример дерева. То есть на дереве изначально мы видим, что это какой-то побег, росток, который потом вырастает в ствол, обрастает ветками. И дальше уже листья, цветы, плоды и так далее, если мы рассматриваем плодовое дерево. У нас есть направление, первое, это вектор, который задает рост самого ствола этого дерева. И дальше уже по веткам вы, по сути, выбираете, куда ваша жизнь вас заведет, какая она будет. Поэтому все, что вы сейчас имеете, все, к чему вы сейчас пришли, оно, по сути, заложено в прошлом. Все те действия, которые вы произвели в свое время, все те решения, которые вы приняли, они закладывались изначально в прошлом.
Поэтому мне кажется, что данный формат будет очень интересен. Особенно будет интересен тем людям, которые столкнулись с какими-то проблемами в своей жизни и хотят их разрешить. Которые не хотят ошибиться тем или иным способом, которые хотят понять, что приведет их к цели, а что приведет их к краху. Таким образом, мы с вами и будем выстраивать дальнейшее взаимодействие. То есть также будут выпускаться на канале видео, посвященные работе Георгия, как он помогает людям. Также будем добавлять, естественно, разборы ситуаций, в каком случае как быть, в каком случае требуется обращаться к помощи того же самого Георгия, в какой ситуации нужно, в принципе, начать с себя, изменить те методы поведения, взаимодействия с вашим партнером, которые вы применяете. Вот. Что из этого правильно, что неправильно, решать уже вам. Но цель данного канала изначально была в том, чтобы помочь разобраться в себе, помочь разобраться в своих отношениях, помочь разобраться людям, как выстраивать отношения между мужчиной и женщиной, между детьми, родителями. Вот. Базируясь на том опыте, который есть, мы составим достаточно большое количество материала, который послужит обучающим, подсказывающим, чего нельзя ни в коем случае делать в отношениях, что допустимо, а что требуется делать, в принципе, всем и каждому. И на что нужно обращать особое внимание при построении отношений. Потому что рано или поздно большинство из вас, тех, кто смотрит этот канал, большинство из вас, тех, кто в принципе интересуется саморазбором, разбором психологии, отношений, взаимодействия, в принципе, людей друг с другом. Также это касается и ваших родственников, ваших коллег по работе и так далее. В принципе, многие строят даже бизнес, они не понимают, как вообще работает психология человека и на что в первую очередь нужно обратить внимание. Когда вы чего-то начинаете, нужно давать себе отчет, что следует делать, а чего делать никогда нельзя. Потому что результатом будет просто провал. И все. Так же, как и в отношениях, когда человек начинает искать способ вернуть своего человека, в первую очередь надо обратиться к прошлому, что у вас было с этим человеком неправильно. И почему сейчас один или другой начал искать способ изменить эту ситуацию, выйти из отношений, допустим, и найти что-то, что ему было недостаточно в ваших отношениях. Таким образом, мы на данный момент нашу трансляцию заканчиваем. Ждите выпусков. Надеюсь, что завтра мы с вами продолжим и в новом формате сможем с вами пообщаться и разобрать определенные ситуации, которые помогут вам в дальнейшем взаимодействовать с вашими близкими и становиться счастливым. До скорого. До свидания.